Если кто считает, что автотранспортные средства завозятся в основном в Россию из-за рубежа, то это далеко не так. Автостат подсчитал, рост производства в прошлом году составил 33% и превысил 1 миллион штук. Это и легковые автомобили, и грузовые. Далее мы расскажем, как развиваются компании, которые так или иначе связаны со средствами передвижения. И вот наша первая история. Уже более 70 лет суда на подводных крыльях этой нижегородской верфи держит марку речных полетов. Ну, пытался, конечно, Запад скопировать, но, как говорится, не то пальто. Но сейчас спрос, прежде всего, в России на Валдай и Метеоры огромный. История богатейшая. За 70 с лишним лет по проектам ЦКБ построено более 8 тысяч судов и катеров. Те самые экранопланы тоже вылетали из этих цехов. А еще суда на воздушной подушке и, конечно, на подводных крыльях. Пройдя кризисы, советские традиции возродили, но в современном прочтении. Самая главная фишка современных судов – это, конечно, электронные, электрические, мостиковые системы с элементами искусственного интеллекта, система автоматического управления движением, ну, фактически автопилот, да? И сегодня мы планируем развитие и наших речных судов в этом направлении. Это завтра. А что же сегодня? Проект первый. «Валдай». Судно на подводных крыльях на 45 пассажиров. В эксплуатации 18, еще 2 строят. «Валдай» трудится не только в Нижегородской области. От Ханты-Мансийска до Татарстана, от Самары и Ростова до Чувашии и Якутии. Суда типа «Валдай» в Якутии за световой день, он там длинный летом, ухитряются пройти почти 700 километров. Ну, то, что нужно самому большому региону России. Конечно. При скорости до 70 км в час подводное крыло почти не создает волны, которые разрушают берега. Все это применимо к старшему собрату Валдая – «Метеору». «Метеор» – это межрегиональные перевозки, длительные перевозки, повышенная комфортность, широкие кресла, широкие проходы, мультимедийные системы. Ну, в общем, широкофюзеляжный лайнер. Верфь делает и катера на подводных крыльях, а еще 2 судна на воздушной подушке, которые могут ходить по необорудованным рекам, необорудованной инфраструктурой. Дальние поселки, выходы на берег. Агрессивные санкции, конечно, пытались посадить всю эту флотилию на мель. Но безуспешно. Ведь завод-проектант. Вон, в аэродинамической трубе чего только не испытывали. Двигатели на судах заменили на дружественные. Будут стендовые испытания нашего отечественного двигателя. И где-то с 2026 года мы уже сможем оснащать наши суда отечественными двигателями. Штат уже вырос на 20%. Сотрудничая с учебными заведениями, готовят еще специалистов. Заручились поддержкой Минпромторга. Ну и здесь очень важно, чтобы эта работа была продолжена. И мы, конечно, помимо этого много делаем для того, чтобы автоматизировать производство и повысить производительность труда. Потому что мы понимаем, что эти процессы, они очень взаимосвязаны. Нельзя только работать над образовательным процессом. Нужно, чтобы они шли параллельно и взаимосвязанно с работой по повышению эффективности и производительности труда. И здесь нам помогут и роботизация, и автоматизация процессов, и вообще выстраивание новых производственных и бизнес-процессов внутри отдельно предприятий и во взаимосвязи с другими участниками нашего экономического сектора. А вот в планах у вас контракт это вам на 2 года вперед, да? Даже на 3. Теперь уже планы на 3 года вперед. Очень большая программа развития, которая под эгидой Государственной Думы сейчас Минпромторг проводит, это, скажем так, «Волга», оснащение скоростными судами портов волжских. И большие планы у нас на «Метеоры». У нас сейчас по программе льготного лизинга, которая через государственную транспортную лизинговую компанию строится, в строительстве 11 «Метеоров». Мало того, есть аж 14 новых проектов.
суда среднего размера, суда с гибридным двигателем. Даже рассматривают вариант снова производить экранопланы. Но для всего этого нужно расширить площади. Подготовили проект сегодня, он уже на стадии окончательного согласования с Фондом развития промышленности Нижегородской области. И рассчитываем, что с помощью фонда этого мы еще существенно нарастим наши производственные мощности, потому что запросов от заказчиков очень много. Даже Нижегородская область, только Нижегородская область не может свой спрос удовлетворить. То есть мы готовы брать больше, чем они производят. Куда это годится? Но это как раз вот начинаем обсуждать как раз вопрос инвестиционных возможностей и в том числе рынка капитала. Надеюсь, что все-таки эти решения будут приняты и производство будет расширено. Кстати, к слову о Нижнем Новгороде и современном транспорте. Город обновляет парк трамваев. Они называются «Минин». 77 уже поставлены при поддержке ВЭБ-РФ. Вот председатель госкорпорации развития Игорь Шувалов как раз решил посмотреть новинку в деле. Трамвай комфортнее и быстрее предшественников. Большой, трамвай большой. На модернизацию трамвайного движения в городе, а это до 2026 года 170 новых трамваев, замена путей и реконструкция подстанций, ВЭБ-РФ предоставил более 5 миллиардов рублей, включая транш из Фонда национального благосостояния. А в целом у госкорпорации в области 7 проектов на 335,5 миллиардов. Общий смысл которых – улучшение качества жизни, поддержка предприятий во всех сферах. Энергетика, ЖКХ, промышленность, экспорт. Мы посмотрели на бренды, которые рождены в Нижнем Новгороде и в этой гонке уже федеральной за то, какой лучший товар будет на полке для наших потребителей, включая современные IT-платформы. И я надеюсь, что все те, кто нам сегодня показали свою продукцию, будут в состоянии продавать при помощи РЭЦ и наших экспортных инструментов свою продукцию на зарубежных дружественных рынках. За свою историю этот казанский вертолетный завод, а история начинается еще в 40-х годах, выпустил более 12 тысяч винтокрылых машин. Трудятся они по всему миру. Выпускают, конечно, и новые модели. В силу определенных обстоятельств пришлось заменять и импортные детали. Как все это происходит, мы сейчас и расскажем. Казанский вертолетный завод в этом году отмечает юбилей – 85 лет. Сегодня предприятие входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Богатый опыт воплощен в продукции, так сказать, на любой запрос. Чтобы лететь дальше, брать груза больше, людей брать больше. Все это как раз и мы делаем. Лететь дальше очень поэтично звучит для вертолетного завода. Точно. Например, вот вертолет тяжелого класса Ми-38. Поднять в воздух 5 тонн груза для него не вопрос. Характеристики лучше, чем у конкурентов, а еще он надежен. Фирменная черта российской техники, о которой знают во всем мире. И самое интересное, что эти машины трудятся в каких-то даже сложных условиях. Там на невыносимой жаре могут работать. Диапазон температуры у нас колоссальный. Это от минус 50 до плюс 50. А вот Ми-8, чуть меньше 38-го. Он не только давно импортозамещен, но и становится все современнее. В частности, есть версия МТВ-1, что означает модифицированный, транспортный, высотный. Только внешний вид остался, а внутри все БРЭО, силовая установка, как бы это все современное, отвечающее последним требованиям в авиации. Поэтому, да, мы можем гордиться этим вертолетом. Что касается Ансата, это легкий вертолет. На нем скоро появятся лопасти с улучшенной аэродинамической компоновкой, а ОДК Ростеха создала новый двигатель. В этом году у нас планируется уже летная программа сертификационных испытаний. Мы полностью импортозаместили, то есть весь вопрос был то, что там силовая установка импортная стояла, канадская. Сейчас мы перешли на Климов, это Питер, поэтому основная задача – это
летать с новым двигателем, чтобы вертолет как бы показал себя. И, конечно, вертолеты можно сделать с VIP-салоном, можно сделать спасательным, пожарным, медицинским. Порядка там 40 вертолетов у нас в санитарной авиации. То есть это на сегодняшний день это, наверное, основное предназначение вертолетов, потому что они удобны в обслуживании, позволяют добраться в труднодоступные как бы регионы. Полным ходом идет модернизация оборудования, строят новые цеха. А для подготовки кадров открыли на территории предприятия производственно-учебный центр холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». В год мы можем обучать до 3500 человек. По 8 направлениям, и у нас программа разработана под 38 профессий. 70% учебного времени – практика. Ребята осваивают очень востребованные сейчас профессии, например, оператор станков с ЧПУ. Плюс мы здесь также ребятам даем черчение, инженерную графику, то есть те предметы, которые у нас, так скажем, ушли из школьной программы. И уже с 3-го курса ученики начинают работать. Мало того, здесь обучают и летный состав, кадры на вес золота, ведь у вертолетного завода заказы на годы вперед, в том числе и на экспорт. Объемы растут, да, то есть техника востребованная, вот, в том числе и как бы на внешний рынок у нас есть ряд как бы дружественных стран, которые нуждаются в нашей технике. Подробнее об этом чуть позже. А сейчас еще одна история из мира транспорта, без которого было бы сложно развивать промышленность на просторах нашей необъятной. Отправимся в Курганскую область. То, что в России, где зачастую вместо дорог одни направления, где, так сказать, волки ходить боятся, умеют делать вездеходы, информация, в принципе, известная. Вопрос в деталях. На этом курганском предприятии стараются произвести продукцию, которая обеспечивает человеческий комфорт в нечеловеческих условиях. Ну что, поехали. Прежде чем вездеходы отправятся покорять бездорожье, все начинается, конечно, с проектирования, а потом в огне литейного цеха рождаются детали. И не только вездеходов, есть и сторонние заказчики. Вот мы видим подвеску, например, машины «Урал», да, все ее знают. Части этой подвески мы отливаем, а уже на заводе проходит механическая обработка, установка на машину. Можно рассказать, то есть, допустим, зубья ковшей, которые отливаются в нашем предприятии, используются для карьерных экскаваторов. Что могут вездеходы? Тяжелая машина, водоплавающая. Причем с дополнительным грузом еще в 4 тонны весом. При этом на суше гигант бережет, например, хрупкую растительность тундры, которая восстанавливается годами. Обратите внимание на гусеницы. Ну, эти гусеницы сделаны для того, чтобы у нас было низкое удельное давление на грунт и позволяет вездеходу проваливаться в болоте, ну и, соответственно, создавать водный поток для того, чтобы передвигаться по воде. Выносливость машин доказали всевозможные испытания. Да, данные машины приняли участие в пробеге «Безопасная Арктика-2025». Это пробег МЧС России, и машины показали себя очень хорошо. То есть спасатели используют вездеход там, где у внедорожника нет шансов добраться до тех, кому нужна помощь. Работает город Певек, машины работают в Мурманске, машины работают в Архангельске, машины работают в Воркуте. Эти машины уже готовы к отгрузке. Город Якутск. Заказывают и нефтяники, газовики, кто обслуживает трубопроводы, работает на отдаленных месторождениях. Тем более можно установить доп. Оборудование под любой запрос. На данной технике установлена кран-манипуляторная установка на одной машине, на второй машине установлен модуль жилой, в котором можно автономно разместиться, то есть остановиться в условиях бездорожья, переночевать.
и дальше двигаться. Понятно, что вездеходостроительное дело на месте не стоит. Конструкцию совершенствуют. В планах новые модели. Воплощать идеи в жизнь будут и новые специалисты. Мы обучаем сами. У нас работает система наставничества на предприятии. У нас буквально на прошлой неделе открылся учебный центр на предприятии. Новый, отремонтированный, с хорошими условиями. Для Курганской области вопрос дефицита кадров всегда был очень актуальным. Раньше регион считался, так сказать, депрессивным. Люди уезжали. Сейчас тенденцию удалось переломить. Промышленность снова развивается, и снова нужны специалисты. Но, на наш взгляд, самое главное сегодня решение кадровой проблемы не в завозе мигрантов, а лежит в плоскости корректировки подготовки кадров именно. То есть система профессионального образования. Мы этим начали заниматься еще 5 лет назад. И все учреждения, которые готовят кадры для реального сектора экономики, подвергли очень конкретному анализу и корректировке их образовательных программ. Там сейчас не готовят ни юристов, ни экономистов, ни бухгалтеров, ни менеджеров. Там готовят кадры только для реального сектора экономики. Важно, чтобы учебные программы были современными. Ведь сейчас в стране открылись возможности создавать то, чего раньше не производили. И это, конечно, вызов. Тем более речь о транспорте. Например, история своих автомобилей класса «Люкс» вполне могла закончиться на советских «Чайках». В обычных автомобилях при рассказе о нем принято садиться за руль. Но здесь только на задний ряд. Да, я, конечно, понимаю первых лиц российского государства. В Аурусе роскошно. И, кстати, он не только для российских пассажиров. Кто готов покупать наш премиум и как устроено производство автомобилей в Татарстане, мы сейчас и расскажем. Ну что, Кремль? Аурус – первый в стране бренд категории люкс. Официальный автомобиль президента России. Разработка линейки началась в 2013 году по заказу Минпромторга. Для завода уже под серийное производство была выбрана особая экономическая зона Алабуга в Татарстане. Здесь удобная инфраструктура, логистика, преференции по налогам. Причем выпуск 2 серийных моделей был освоен всего за пару лет. Рекордные для автоиндустрии сроки. В 2021-м с конвейера сошел Сенат, это седан, а годом позже внедорожник Комендант. И если кто подумал, что удалось быстро наладить производство, потому что Аурус просто собирают из зарубежных деталей, то это совсем не так. Более 70% поставщиков узлов и комплектующих отечественные, а это свыше 200 предприятий. Заглянем под капот. Сложное литье для двигателей V8 на 598 лошадей проводит КАМАЗ, один из ключевых индустриальных партнеров. Элементы кузова штампуют на магнитке. Двухцветную окраску кузова применяют впервые в России. Наши, коробка передач, отделка, электроника. А вот, например, предприятие из Нижегородской области производит жгуты проводов, так сказать, нервную систему автомобиля. Да, это сложнейшее техническое изделие. В состав изделия может входить, вот как на этом примере, более 5000 различных компонентов. Очень большая комбинаторика. Наше предприятие работает с десятками разных клиентов. У каждого клиента сотни номенклатур. В каждой сотне номенклатур вот такое большое количество производства наше очень сложно. Конечно, предприятие поставляет для всего автопрома, и спрос ежегодно растет на 15%. На сегодняшний момент мы выпускаем более 1000 наименований продукции для десятков компаний, у которых также, вот, например, у Россельмаша
порядка 400 номенклатур, которые мы делаем в постоянном режиме. Получается, что создание нового автомобиля класса люкс, ценные наработки, технологии и компетенции помогают развиваться многим компаниям, смежным отраслям, создавать рабочие места. Производство, конечно, автоматизированное. Вот пример. Представляете, если бы тяжеленный двигатель нужно было переносить, например, руками, ну или на тележке какой-нибудь. А здесь вкалывает робот, ему это под силу. И интересный еще момент, то что он довольно тихо передвигается, чтобы его было слышно, играет музыка. Есть новейшие IT-системы контроля качества продукции. Приехать и посмотреть, как производят автомобиль, могут и сами покупатели. Здесь концепция завода витрины. Клиентам присылают и фотоотчеты, как рождается их заказ. Активно интересуются и за рубежом, в частности в Арабских Эмиратах. Кстати, они за последние 5 лет вошли в число лидеров внешнеторгового оборота России на Ближнем Востоке. Так что, несмотря на старания некоторых недружественных стран, то, что сделано в России, востребовано на международных рынках. И список того, что наш бизнес готов предложить, только растет. Тем более, что товары востребованы и дома, в том числе в сфере транспорта. Импортного либо все меньше, либо вообще не осталось в локомотивах, метро, грузовиках и в продукции, о которой мы только что рассказали.